Все большую популярность набирают проекты, связанные с интернет-радио. Будь то радио, собранное по проекту К-радио, либо Йо-радио, ЕСП-радио и там других. Многие загораются идеей, чтобы собрать себе свое личное интернет-радио, для того, чтобы встроить его куда-нибудь, либо как просто отдельный проект. И этой идеей я тоже загорелся. Сделать себе интернет-радио по проекту К-радио, Йо-радио, посмотреть, что получится и как. И начал изучать информацию, что нужно, чтобы собрать и настроить свое интернет-радио. На Ютубе существует достаточно много проектов, в которых авторы создают интернет-радио по тому или иному проекту. Судя по опроснику на форуме ФОПДА, самым популярным проектом является К-радио. Скорее всего из-за того, что оно легче для повторения. Далее идет проект Йо-радио. Но в отличие от К-радио, Йо-радио – живой и развивающийся проект. Автор проекта постоянно вносит изменения и улучшения в проект. Собирая свое собственное интернет-радио, я наткнулся на канал Константина Павличенко. У него достаточно подробные инструкции, как это делается. Есть, конечно, небольшие нюансы, связанные именно с платой V-Rover, которую я использовал. И в то же время на канале Константина Павлюченко подробнейшие инструкции, как собрать сначала К-радио, подключив энкодер, ЦАП и небольшой экран. Потом, как подключить большой TFT-экран, там 3,2 или 2,8 дюйма. Далее есть видеоинструкция, как прошить контроллер по проекту Йо-радио. И есть также инструкция, как, не переделывая конструкцию К-радио, перепрошить уже готовый проект К-радио под Йо-радио. Собирая свой проект, я, как и многие на Ютубе, не знающие ничего о микроконтроллерах, о самом проекте Arduino, о среде, как прошивать и все остальное это делать, задумался о том, что был бы хороший проект, такой легко повторяемый, где просто простыми словами простой человек, который умеет спаять два провода, не знаю, там и скачать пару файлов с интернета и запустить их, смог бы повторить этот проект. Как за $10 заказать на AliExpress минимальный набор для того, чтобы почувствовать проект, запустить его, следуя каким-то инструкциям простым, повторить его, а потом уже дальше вникать в процессе, заниматься улучшением его, развивать проект как таковой. И идея такого проекта, она как бы на поверхности. Решил, не знаю, там своими простыми силами, своими простыми словами, грубо говоря, как делал сам, рассказать. И, сделать все-таки какой-то такой народный проект. Так вот, может, давайте попробуем создать этот народный проект, простой, повторяемый, на компонентах с AliExpress, которые доступны, в принципе, любому. Там $10, и уже будет работоспособное радио. Тогда, пожалуй, начнем. И прежде всего нам нужно будет заказать необходимые компоненты на AliExpress. Сердцем нашего проекта будет контроллер ESP32 V-Rover IE, к которому присоединяется внешняя антенна. Я нашел и использовал такой вот, который видно на экране, по такой цене. Этот микроконтроллер, как оказалось, собран на плате разработки нода MCU версии 3 фирмы Lalin, вроде белая плата сзади получается. Что в первую очередь нужно знать нам об этой плате разработки? То, что она собрана на контроллере CH340. А это значит, что для работы нам могут понадобиться драйвера CH340. Тогда Windows без проблем определит ее, и в компортах появится наше устройство под названием CH340. Далее, после нашего народного ровера, необходимо будет заказать энкодер. Я брал вот такой вот. Пришел быстро. Упакован был хорошо по такой цене. Далее, после энкодера, возьмем маленький экран дешевый. Его достаточно, чтобы проект заработал.
с ним будет наглядней. Далее нам нужен будет вот такой ЦАП PCM5102. Я использовал его в своем проекте. Звук с него получился отличный, рабочий вариант. В принципе, этих 4 компонентов нам достаточно, чтобы собрать интернет-радио. Но я еще заказал дисплей 3,2 дюйма TFT. Это уже идет улучшение. И он удорожает проект. Так вот, мы заказали все необходимые компоненты для нашего народного радио.